Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео поделимся самой актуальной и действенной важной информацией. Обращаем ваше внимание, что 19 февраля в этот день категорически запрещено давать деньги в долг, а также продукты питания, пищу и какие-либо другие предметы. Иначе, таким образом, вы можете поделиться своим счастьем и достатком с другим человеком, а потом не сможете себе все это вернуть. Также 19 февраля, обращаем ваше внимание, запрещено покупать кошелек, иначе лишитесь своего дохода. Если в этот день вам подарили кошелек, то за него нужно заплатить 5 рублей или 5 в вашей валюте, если кто смотрит нас не из Российской Федерации. Также и в этот день обязательно проведите практику по избавлению от долгов и кредитов. Как ее провести, какие слова говорить, далее в этом видео. Более подробно сейчас прямо и поговорим. Итак, 19 февраля православная церковь чтит память преподобного Вукола, епископа Смирнского. Считается, что он обладал даром просвещения и исцеления. Он считается покровителем новорожденных телят. Для семьи, у которой рождался теленок, такой приплод считался счастливым и приносил в дом благополучие и достаток. Было принято хозяйкам в этот день жечь чабрец. Дым положительно влиял на вкус молока и на здоровье телят. Новорожденного теленка нужно было занести в дом, хорошо обогреть в тепле. Но ни в коем случае его нельзя было гладить по спине, иначе он мог тогда заболеть и стать хилым. Старики в этот день пытались предсказать погоду на весну и лето. Весна будет бурная, если морозы стали сильнее в этот день. А птицы собираются стаями на верхушках деревьев, погода будет теплой. А если ласточка пролетит над коровой, то тогда такая корова будет плохо доиться. А если в этот день мороз трещит, лето будет без дождей и очень жарким, а весна наступит очень скоро. Погода сегодня гласит также, что чем холоднее этот день, тем теплее будет март месяц. Собака лапами прячет морду, значит будет похолодание еще. А снег ветки гнет, год будет урожайным. В печи белый огонь виднеется, знаете, это к оттепели, а красный к морозу. Наши предки считали, что если в этот день родился теленок, то запрещалось давать взаймы что-то родственникам или друзьям. Также это считался и плохим знаком. Поэтому постарайтесь объяснить значимость этого дня и предложите вернуться к этому вопросу завтра или через неделю. Если у вас существуют проблемы с поиском второй половинки, то 19 февраля обязательно помолитесь, и молитва поможет вам в встрече с тем самым любимым и дорогим для вас человеком. Сегодня стоит избегать любых ссор с близкими вам людьми, иначе может закончиться все печально. Скорее всего, после разговора вы прекратите общение с этим человеком навсегда. Избегайте сегодня все разговоры, а особенно с людьми, которые играют большую роль в вашей жизни. Сегодня запрещено спрашивать пол ребенка у беременной женщины. Можете таким образом навредить здоровью малыша. Если вы сами являетесь беременной женщиной, объясните собеседнику, что не хотите разглашать пока эту секретную информацию. Со временем все смогут узнать или увидеть уже самостоятельно. Постарайтесь быть вежливой и сохранить свой секрет до конца. Рожденный ребенок настолько беззащитный, поэтому обезопасьте его своей материнской заботой. Если сегодня так произошло, что вы разбили зеркало или стекло, не стоит ни в коем случае поднимать осколки. В этот день они наделены плохой энергетикой. Стоит приготовить воду с содой, залить зеркало этим и убрать не руками, а полотенцем. Таким образом, вы размоете водой все плохое, что напитало данное зеркало и стекло.
Также сегодня благоприятный день для начала своей спортивной жизни. Утренний подъем в выходной день в 6:30 поможет вам взбодриться. Не нужно сегодня и напрягаться с макияжем или прической, потому что вы сначала должны отправиться на пробежку. Спланируйте свой маршрут в сторону парка, а потом спуститесь к морю на прекрасный рассвет. Подышите обязательно свежим воздухом, наполните легкие, задержите на несколько секунд дыхание, а потом медленно выдохните. Повторите такую технику несколько раз. Сегодня можно сделать легкую разминку или растяжку для задействования каждой мышцы тела. После пробежки обязательно примите средней температуры душ и подкрепитесь вкусным, некалорийным завтраком. Это могут быть тосты с авокадо или сладкие сырники с зеленым чаем. Сегодня обязательно уделите время своим детям и внукам. Позвоните сыну или дочке и предложите провести время вместе на выходных. Устройте домашний ужин, а после проведите время в кино за просмотром нового мультфильма. Если вы решили провести время только с внуками, то вы можете посетить торговый центр. Там вы сможете обойти магазины с более старшими детьми, а младшеньким предложить детские комнаты с разными горками и лабиринтами. И день пролетит очень быстро. Внуки будут счастливыми, а родители скажут вам только спасибо за свободное время, которое они могли провести вдвоем. Вы будете самой лучшей бабушкой или дедушкой. Сегодня тот самый день, когда нужно заняться своими страхами, которые не дают вам покоя уже достаточное количество лет. Взгляните им прямиком в глаза и улыбнитесь. Нужно понимать, что все только в вашей голове. Если вы всю жизнь боитесь пауков или змей, то пора приблизиться к ним и даже потрогать. Если вы проживаете там, где холодно сейчас, то в таком случае при зоопарках есть именно такие зоопарки, где вы можете увидеть змей и пауков. Как страшно бы не было, сколько бы визга не прозвучало, но как только вы сможете перешагнуть свой страх, вы в прямом смысле взяли его в руки. А со страхом высоты можно справиться только после того, как вы окажетесь на вершине. Можно прыгнуть с парашюта с инструктором. А если вы не готовы к таким серьезным шагам в открытом небе, закажите билеты на самолет и отправьтесь в путешествие. Страшно, конечно, будет, но вы будете в закрытом пространстве, где работают специалисты своего дела. Просто постарайтесь расслабиться и наслаждаться красивым небом и облаками. Сны, приснившиеся 19 февраля, сбудутся спустя 8 дней. А сон, который приснится в течение дня 19 февраля, сбудется ровно через 6 лет. Не стоит никому рассказывать о них. Если человек родился 19 февраля, знайте, он обладает чрезмерной рассудительностью и рациональностью. Также такой человек обращает внимание на каждую деталь вокруг, пытается найти смысл во всем, никогда не проявляет слабинку и находится в вечном напряжении. Таким людям очень важно мнение окружающих. Они внимательно выслушают каждого и потом самостоятельно будут искать варианты, почему так именно они сказали. Именинники 19 февраля следующие: Вукол, Дорофея, Дора, Максим, Мария, Марфа, Иван, Кристина и Юлиан. Обязательно поздравьте именинников с их праздником. И вы знаете, у нас с вами идет убывающая луна, а это отличный повод избавиться от всего ненужного, в том числе от долгов и кредитов. К сожалению, у нас сейчас такое время, когда многие берут кредиты, берут деньги в долг для того, чтобы решить свои важные какие-то вопросы. Поэтому сегодня, именно 19 февраля, проведите практику по избавлению от долгов и кредитов. Для этого вам нужно под водопроводный кран поставить небольшую емкость.
А вот на дно этой емкости нужно положить записочку с суммой долга или кредита, которую необходимо погасить. Например, если у вас несколько долгов, то вы пишете, кому вы должны долг, а также обязательно напишите сумму, которую вы должны. Далее, что мы делаем? Мы берем с вами, открываем кран, но откройте так, чтобы вода не бежала, а капала. И трижды скажите следующие слова. Капелька по капельке долг мой собирается, и в тебе вода скоро растворяется. Как только вода заполнит емкость, смело выливайте такую водичку вместе с запиской. И в самое ближайшее время появятся возможности, с помощью которых вы сможете закрыть свои долги и кредиты. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 19 февраля 2022 года. По лунному календарю, друзья, у нас сегодня с вами 18 и 19 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Весы. Обращаем ваше внимание, что все происходящее сегодня с вами и вокруг является в некотором смысле зеркалом вашего внутреннего состояния, вашей души. События, люди, мнения отражают вас самих. Сегодняшний день благоприятен прежде всего тем, что представляет человеку шанс поработать над собой и исправить те искажения, которые были до сей поры в его душе. Однако это же влечет за собой трудности именно этого дня. Придется приложить немало усилий, чтобы разобраться в себе и придать самой жестокой критике себя любимого. Если вы хотите отсидеться по-тихому где-нибудь в уголочке и ничего не предпринимать, знаете, ваша пассивность выйдет вам вскоре боком. Это чревато тем, что вы можете попасть под чье-то влияние и превратитесь в обычную марионетку. Вам будет казаться, что вас все уважают, что вы выше их всех, но это окажется лишь самообманом и призрачной иллюзией. Когда придет время что-то решать, вас просто не станут, к сожалению, слушать. Обращаем ваше внимание, что сдержанность сегодня и благоразумие – оптимальное состояние, которое желательно поддерживать в этот день. Сохраняйте трезвость ума, объективно оценивайте себя и окружающих вас людей. Что же касательно стрижки волос в этот день, то сегодня определенно не стоит начинать ничего нового, а лучше, если вы постараетесь расквитаться со старыми делами и с долгами. В этот день лучше держать деньги ближе к себе, иначе вы рискуете их потерять, и, пожалуйста, не тратьте деньги на себя. Также сегодня откажитесь от процедур и услуг парикмахера. Результаты все равно вас, к сожалению, не обрадуют. Ваша карма не обрадуется потере даже небольшой длины волос и может сыграть с вами злую шутку. Массаж головы или косметические процедуры не будут вредны или полезны. Вы можете сделать их просто так, для собственного удовольствия. Проведите вечер в окружении друзей или семьи. Окраска волос натуральными красителями привлечет к вам удачу и увеличит шансы на успех. Сделайте прическу сегодня с челкой, которая привлечет вам энергию ветра. Обращаем ваше внимание, все, что сегодня с вами произойдет, это зеркальное отражение того, что случится с вами в самом ближайшем будущем. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день требует от вас рассудительности и здравомыслия, а также осторожности и осмотрительности. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 19 февраля 2022 года по народному календарю и по лунному календарю. Также не забудьте сегодня провести практику по возврату долгов и кредитов. Практика, как видите, простая, но достаточно эффективная, которая поможет вам решить все ваши финансовые вопросы. Мы всем желаем прекрасной всем субботы, хорошего субботнего дня. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Услышимся, друзья, уже с вами в следующем видео.